Итак, продолжая свой маршрут третьего дня, по пути нам встретился пропускной пункт при въезде в Банф. Вот расценки. При въезде в Банф нужно иметь с собой пропуск, так как это национальный парк. Мы его заказали заранее, он нам пришел по почте. Стоил он около $150. Нам сказали, что в следующий раз мы можем объехать таможню по правой стороне без остановки, так как пропуск у нас уже есть. И нам просто нужно повесить его зеленой стороной к лобовому стеклу. И все. В течение года мы можем ездить по всем национальным паркам Канады без дополнительных расходов. Первым делом по приезду мы зашли перекусить в Эдди Бургер Plus Bar. Мы возьмем бургер с мясом бизона и бургер с мясом лося. Ты в восторге? Я в афиге, я такого никогда не видел. Вот. Бизоном и с лосем. Надеюсь, будет вкусно. Ну, у меня вкусно. Лось с бизоном оказались очень вкусными, нам понравилось. Думаю, этот опыт стоил своих денег. Правильно, Александр? Не зря лося убили. Да. Спасибо этому месту за новый опыт. На $55 и заплатили 60. Я думаю, они заслужили чаевые за убийство лося и бизона. Да, это правда, мы оставили им $5 чаевых. Банф – это курортный город в провинции Альберта, расположенный в национальном парке в окружении скалистых гор. В нем обитает множество диких животных, таких как олени, медведи и лоси. Небольшой спойлер, нам удалось за отпуск увидеть их всех вблизи. Джонстон каньон, расположенный среди внушающих ландшафтов национального парка Банф. Находимся в Джонстон каньоне. Тропа вьется через пышные вечнозеленые леса, а подвесные мостики ведут туристов к нижнему и верхнему водопадам. Если говорить о нижнем водопаде, длина каньона 1200 метров в одну сторону, время в пути примерно 1 час туда и обратно. В Калгари ситуацию с бездомными решили просто, но эффективно. Их собрали в одной точке под мостом, огородили забором и поставили вокруг забора дежурить полицию. Вот бы так в Виннипеге. На ужин мы пошли в место, которое рекомендовали в Инстаграме, но по факту же там было не так классно, как говорилось. Не рекомендую. Тут мы наели на $84, но это была плохая идея сюда идти, так как мы недавно поели. И нам не сильно понравилось, мы не сильно много съели. А это ресторан в формате All You Can Eat, где можно заказывать бесконечное количество еды. В следующий раз мы будем думать лучше. Заселяемся в тот же отель, так как мы очень сильно устали, и это на данный момент самый лучший вариант. Правильно, Александр? Ну как лучше, самый дешевый. Что дешево, то лучше. Итак, третий день подошел к концу. Мы очень сильно устали, очень сильно. У нас было 2 похода. Очень устали. Сняли такой же отель, как и вчера. Но он сегодня получился дороже, на $40. Надо было бронировать его раньше. Мы думали, это работает в другую сторону. Совет я никакой не дам, так как иногда отели были за день дешевле, а иногда в тот же день. По-разному, и абсолютно нет никакой логики. И наступил новый день. И пока мы были в Калгари, решили заскочить в место под названием Meat and Bread на завтрак. Взяли 2 сэндвича с беконом, яйцом и карамелизированным луком. Было вкусно. Стоит, и слава богу, что стоит. Итак, день 4. Мы проснулись, выспались, зашли позавтракать. Сегодня мы поедем в Банф и выше. Первая наша остановка будет в Банфе за кофе. Шли за кофе в White Flower. У меня honey latte, у Александра Какое-то говно сделали, я не знаю. айс кофе. Мы на Лейк Луис. Одно из самых больших озер этих гор.
От ярких бирюзовых вод до возвышающихся вершин, окружающих озеро, озеро Луиз – это потрясающий горный пейзаж. За это его все и любят. Ночь в этом отеле стоит $900 с видом на Лейк Луиз. SPF очень важен на самом деле. Да, да. Да. Сейчас мы находимся на Боу Лейк. Температура 10 градусов. Озеро замерзшее. Вокруг горы и снег. Показывай. Вау. Боу – это ледниковое озеро в национальном парке Банф, в скалистых горах, Канада, истоки реки Боу. 27 мая. Снег лежит. Нет, спасибо. Озеро имеет странную форму, напоминающую голову огромного волка, а также тропический цвет. Причина цвета озера в том, что питающие его ледники несут в себе известь, которая окрашивает воду в густую бирюзу, разбавленную молоком. Озеро питается ледниковыми водами. Это каньон Мистая. Камеру переведи. Каньон образован рекой Мистая, которая вытекает из озера Пейта. Тропа к каньону короткая, легкая и проходит через красивый лес, прежде чем достичь моста, с которого открывается вид на каньон. Если честно, я не знаю, где мы находимся, но у меня тут стоит точка, и тут водопад. Название добавлю потом, если найду. Танго Крик Фоллс. Вот его друг. Лапка Фоллс. А нас обоих не видно? Ну, типа, ты в расфокусе. Но его хорошо видно. Итак, путешествие от Банфа до Джаспера нужно пройти путь 280 километров без связи и интернета. Нужно быть к этому готовым. Мы наконец-то добрались до Джаспера, и сейчас мы зашли в бар-ресторан, который называется Mad Grizzly. Мы заказали гризли-бургер и фиш-н-чипс. Ожидаем. Это путин. Этот кусок мяса. Саша утверждает, что это очень вкусно. Саша не врет. Это реально очень вкусно. Смотри, какой он сочный, он капает. На мою рыбку. Мы поели на $57. А вас попалось. Сегодня мы ночуем в небольшом городке, который находится в Британской Колумбии. Мы заплатили за ночевку $93 в вот таком... Я назову это турбазой. Что мы имеем? 2 кровати. Почему тут 2 кровати? Потому что с 2 кроватями было на $20 дешевле. Ну вот, теперь у нас 2 кровати. Телек, микроволновка, кофеварка. Что тут? Кофе. Хватит. Желтенький холодильник. Круто.
доисторический фен. О, смотри, какой вид из окна. Вид на заправку. Нам очень нравится. Ну, кстати, неплохо. Да, душ очень чистый. Душ очень чистый. Реально? Ну да, чистый. Шампунь, кондиционер и даже есть гель для душа и мыльца. День 5. Мы заехали на завтрак в место под названием Grizzly Food Shack. Будем кушать Grizzly Burgers. Просто вот такого вот размера бургер. Так даже рот не открывается. Итак, сейчас мы находимся на водопаде Helmken Falls. Это 4-й по высоте водопад в Канаде. Он даже выше, чем Ниагара Фоллс. Водопад Хельмкен – это водопад высотой 141 метр на реке Мёртл в провинциальном парке Уэллс-Грей в Британской Колумбии. Канада имеет многочисленные индейские резервации, также известные как резервации первых наций для коренных народов, которые были в основном созданы в 1876 году. Индейцы живут по всей Канаде, особенно много в провинциях Квебек, Онтарио, Манитоба и Британская Колумбия. %% склон. О май гад! Джоффри Лейкс. Поход к озерам Джоффри, включающий круговой маршрут протяжностью около 11 километров, обычно занимает 4-6 часов. Поход проходит через 3 потрясающих озера, а кульминацией тропы является озеро Верхний Джоффри, около ледника. Дорога была достаточно тяжелой, потому что дороги очень извилистые, и приходится иногда ехать 20-30 километров в час, иногда 80. Был период где-то 5 километров, когда на дороге были очень большие ямы, но остальные части дороги были идеальные, как будто новые. Мы ехали под каким-то ущельем, где падают камни, и я не видел на дороге, но мне кажется, мы наехали на камень. Был очень громкий звук, как будто колесо взорвалось. Но мы вышли посмотреть, все нормально. Если ехать сюда, то нужно обязательно брать с собой запаску, потому что шанс, что вы пробьете колесо, очень высок. Расскажи про доброго канадца, который остановился нам помочь, если что. Так Он бы нам ничем не помог. Ему интересно, в популярных точках есть туалеты. Вот так вот. Что? Он очень мягкий, как вода. Реально, как будто пьешь просто кипяченую воду, которая остыла немножко. И все. Ну как, тебе нравится? Да, как вода, реально. Окей. Итак, сегодня мы пробуем пацаке. Слушай, это реально неплохо. Ну просто как-то пробовали холодный, он был вполне себе неплохо. Я не знаю, как это описать. Чувствуется немножко спирт. И, возможно, как какой-то теплый компот, совсем чуть-чуть без вкуса. Ну, сейчас. Выпьем еще этого чудного напитка. День 5. На ночевку мы поселились в Пембертон. За $120 мы сняли эту прекрасную комнату с вот таким вот видом. Нам дали 2 кровати. По цене одна.
Мы только что вкусно покушали в суши-ресторане, попробовали первый раз саке горячий, нам очень понравилось, мы так счастливы. Ты счастлив? Я очень счастлив. День 6. Дождливый день в Пембертон. Сегодня мы поедем в Ванкувер и позавтракаем в Макдональдс. Гастаунские паровые часы – известные часы в старинном стиле, построенные в 1977 году. Приводятся в действие паром и оглашают время свистками. В мире существует всего несколько работающих паровых часов, большинство из которых спроектированы и построены канадским часовщиком Реймондом Сондерсом. Ситуация по Ванкуверу следующая. Мы собирались провести в Ванкувере неделю, так как я нашла много интересных мест, куда можно сходить, и много мест, в которых стоит поесть. Но, как только мы приехали к нашей первой точке, ужаснулись, и нам срочно пришлось искать, как поскорее оттуда уехать. Дело в том, что мы оказались в самом центре Ванкувера, и, как оказалось, он кишит бездомными. Спасибо каналу Explore Vancouver за видео с этим ужасом, ибо мне было так страшно, что я боялась доставать камеру и снимать хоть что-то. Мы словили паническую атаку. Улицы узкие, парковочных мест просто не существует, встать негде, трафик безумный, все небо в проводах от троллейбусов. Троллейбусы наглые, готовы въехать в бочину машины, совсем не смотрят, что вокруг. Мы кружляли минут 20 по центру в поиске места, где можно остановиться на пару секунд, чтобы залезть в карты и придумать новый план. И, когда мы наконец остановили машину, в 2 метрах от нас была группа бездомных, которые варили запрещенные вещества и заливали их в плицы. Зрелище ужаснейшее. Мы пулей оттуда уехали и навсегда попрощались с нашими планами на этот город. На окраинах Ванкувера все же не так плохо, и мы заехали перекусить, заесть стресс. Итак, сегодня мы в Ванкувере вместе под названием Галби. Примерно так же, как и было в Калгари, но тут за каждую позицию нужно платить, и получается дороже. Конечно, мы не буддисты, но двери этого храма открыты для всех, и здесь очень красивая локация для съемок и видео. Закрывая цели на этот отпуск, мы решили спуститься к побережью Тихого океана и потрогать Тихий океан. Итак, мы пришли на Sunset Beach потрогать Тихий океан и выполнить ачивку в жизни. И как? Теплая вода. Реально? Да. Все, потрогала. Мы вернулись в Пембертон. Мы скатались сегодня в Ванкувер, нам не понравилось. Мы планировали провести в Ванкувере целую неделю. Но нам не понравилось, мы провели там меньше 1 дня. И в принципе нас как-то это не очень сильно устраивает, и мы решили, что проведем побольше времени в прекрасном городе Пембертон. Завтра мы поедем в Вислер кататься на велосипедах целый день. А после этого мы думаем вернуться, возможно, назад в Джаспер или Калгари и провести около недели там, потому что там нам понравилось. Там. Мы сняли тот же отель, что и вчера, но он немножко отличается. Сейчас покажу. Тут целая комната за те же деньги. Целая комната плюс. Там ванная комната, она такая же.